Привет! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых ожидаемых для меня ремейков игр — Eternal Crusade Resurrection. Крестовый поход, воскрешение. Этот проект стал настоящим вызовом для команды разработчиков, которые работают над ним уже несколько лет. И сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с одним из руководителей этого проекта и узнать все подробности о разработке, особенностях геймплея и многом другом. Не забудьте подписаться на канал и оставить свои комментарии под видео. Давайте начнем. Что же такое этот ваш оригинальный Eternal Crusade? Это многопользовательская игра в жанре шутера от третьего лица, действие которой происходит в мрачно-научно-фантастическом мире Warhammer 40k. В игре вы можете сражаться за одну из 4 фракций — Космодесант, Космодесант Хаоса, Эльдары и Орки, и сражаться за контроль над планетами. Вы можете настраивать своих персонажей и создавать уникальные комбинации оружия и экипировки, чтобы стать более мощными и эффективными на поле боя. Игроки могут сражаться в режиме реального времени с другими игроками, создавая команды, используя различные тактики сражений. Естественно, если есть для этого желание и адекватность других игроков, но как показывает практика, ничего подобного не бывает. Есть несколько карт и режимов игры, включая режим захват флага и режим уничтожения вражеской базы. Среди плюсов проекта — это уникальнейший игровой мир, который очень популярен среди фанатов данной вселенной. Различные расы, кстати, с ужасным балансом, масштабные сражения с возможностью участия до 60 игроков одновременно, что тоже очень, кстати, быстро загнулось, и хорошая графика с звуковым сопровождением. Из минусов стоит отметить проблемы с оптимизацией и отсутствие контента после релиза игры, потому что разработчики много чего обещали, но ничего не сделали. Прекрасно. Великолепный подход, ребят. А также, что у нас еще есть из минусов, которые отмечают игроки? Игроки отмечают очень всратый баланс фракций и сложность игры для новичков. Ограниченный выбор рас. Проблемы с матчмейкингом, то есть игроки могут столкнуться с длительным ожиданием в очереди на матчмейкинг, с чем я тоже столкнулся, а также с неравным распределением игроков между командами, что тоже естественно есть. В свою очередь скажу, что в принципе со всем из этого я сталкивался, но стоит иметь в виду, что сейчас сервера игры закрыты. Игра просто официально признана мертвой. Спасибо за долгосрочную поддержку. Я мечтаю продолжить играть в игру, особенно те, которые заплатили за нее деньги, за картинки на сайте. Ха-ха. А теперь к самому интересному. Также я связался с одним из разработчиков данного проекта и задал ему интересующие меня и возможно вас вопросы, ответы на которые позволят нам понять суть проекта. Давайте приступим. Так, думаю, ты не будешь против, и будь ты на моем месте, ты наверняка бы задал мне тот же самый вопрос. Какую роль ты играешь в разработке проекта? Особых причин быть против нет. В ECR я руководитель проекта и ведущий программист. Мы не единственные, кто занимался работой над ремейком игры. Например, был отдельный проект Eternal War от Arkane. Мы помогали друг другу определенным образом. Вместе работали над воссозданием точки А карты Zedek. Сейчас же, несколько месяцев спустя, он решил отказаться от дальнейшей работы над своим проектом из-за технических сложностей и присоединиться к ECR. Кроме меня и Arkane, в нашей команде сейчас есть человек, который работает над анимациями, моделлер, плюс пару дней назад появился программист, занимающийся извлечением дополнительных данных из оригинальной игры. Какие этапы прошла игра в процессе разработки? И сколько времени занял каждый этап? Я думаю, ответ будет достаточно неожиданным. На этапы можно разделить по количеству проектов Unreal, которые были у меня связаны с EK. Впервые я залез в файлы EK в 2018 году, задолго до закрытия EK, с целью попробовать сделать какие-то анимации с модельками космодесов и других фракций. Благодаря этому, когда игра закрылась, уже была какая-то база в виде игровых ресурсов, и за 2-3 месяца получилось сделать превьюшку ECR, которая показана в самом первом трейлере в ноябре 2021. После этого стояла задача перейти с 4.12 на более стабильную версию движка, и я, конечно, выбрал 5.0 и стал там учиться делать с нуля все то же самое, но с поддержкой мультиплеера. Если с самого начала не учитывать мультиплеер, то так и происходит. Это все еще был проект полностью на блупринтах, следовательно, не с самой гибкой архитектурой. И когда там из-за этого появились очень трудно отслеживаемые баги, реконструкция Zedek в одиночку стала крайне неприятным занятием, да вдобавок еще и война началась. Я заморозил EKP, и так он висел до сентября 22-го. В сентябре я начал делать код проекта в 3-й раз с нуля, уже на плюсах.
с адекватной архитектурой, познакомился с Аркейном, и месяцев через 6 получилось достичь того, что было показано в последнем трейлере. Почему же сразу неожиданно? Когда-то сам хотел делать игры на Unreal Engine и пользовался только блупринтами. Так что большое количество разных версий проекта по ходу роста навыков и тому подобное для меня в рамках понимания и разумного. А почему именно Eternal Crusade? Почему вы выбрали именно эту игру? Eternal Crusade был моей любимой игрой. Мне было больше 1000 часов в Steam. Сейчас ее очень не хватает. Заменить EK, Battlefront или Tundra не смогли. Конечно, у меня были и другие идеи, что можно сделать на Unreal. Например, игру про ПДД с адекватной графикой. И даже, возможно, сюжетом или прототип MMORPG по Звездным войнам, как ремейк SWTOR или SVG, добавив ресурсы из Battlefront. Видел человека, который уже переделывает на Unreal SVG, но что-то уже очень долго от него нет вестей. Однако, из-за закрытия EK и частично готовых ассетов, для нее решил поработать именно над ней. Кроме того, повлияла и сама история EK. Команда разработчиков, которая много пиздела и мало делала, сформировала ощущение, что уж EK-то точно могла бы быть намного лучше, и после закрытия появился шанс это реализовать. Да, мне тоже не хватает этой игры, хоть я и провел в ней довольно мало времени. Но это из-за малого количества игроков и дисбаланса. И что касается обещаний, я когда углублялся в это дело, конечно же, тоже офигел, так что от твоих слов цитирую. Команда разработчиков, которая много пиздела и мало делала, я даже посмеялся. Вот честно. Был проект SWTOR, если говорить сокращенно, которые делали Star Wars Battlefront на Android. И даже выложили в Play Market, но получили люлей от мышей. Так из этого вытекает вопрос. А не боитесь ли вы люлей от любителей чая из ГВ? GW Eternal Crusade при жизни не интересовал. Не думаю, что заинтересует и после смерти. В плане авторского права скорее больше следует опасаться BE. Но даже если их ECR и заинтересует, вспомните их отношение к EK. Они попилили на ней бабла, создав за счет тех, кто платил десятки тысяч рублей за картинки на сайте, бюджет для D&D и свалили в закат, то они мало что смогут поделать. Игру в Steam мы выпускать не планируем, так что откуда-то удалить ее так просто будет нельзя. Когда ECR выйдет, уже в принципе будет поздно что-то делать, так как игра хостится игроками, как мультиплеер Space Marine или Dark Souls. Плюс код на плюсах лежит на GitHub в открытом доступе, в закрытом лежит все остальное. Доступ туда есть не только у меня, и если начнет происходить что-то нехорошее, то он спокойно уйдет тоже в открытый доступ. Какие изменения вы внесли в игровой процесс, чтобы отличаться хоть как-то от оригинала? Сейчас изменения в геймплее скорее связаны с тем, что потребовалось много что упростить и убрать для выхода альфы. Например, система персонажей, выкладок, кастомизации внешнего вида. Сейчас она есть только по орденам. Понятно, что мы многое вернем уже после альфы, а из того, что я позже планирую изменить в самом EK, писал еще в первом трейлере. Первое. Ориентированность на игру в отряды по 5 человек, бонусы к урону и ХП за нахождение вместе. Второе. Система очков возрождения из Battlefront или Тундры. Ветерана можно брать не один раз за бой, а когда накопил достаточно очков, то же самое относится к другим сильным персонажам и некоторой технике. Если доживем до их появления, Терминатором, Дредноудом, PC-3O. Третье. Больше способов умереть. Арт-удары, с воздуха, больше управляемой техники и так далее. То есть, если я правильно понимаю, нам стоит ожидать чего-то более масштабного, чем первоначальный огрызок, который мы получили. Это будет скорее чуть доработанный Eternal Crusade или все-таки практически Star Wars Battlefront 2019 года в плане масштабности? Не хочу давать больших обещаний, чтобы не повторять историю с предыдущими разработчиками. Тем более, что на стадии альфы игра будет попроще, чем EK, раза в 4. Не в плане графики, понятно, благо не 16-й год на дворе. Но скорее всего усложняться она будет не только в сторону EK, но и чего-то нового. Например, сейчас попытаемся замоделить мотоциклы. Однако больше похожей на Battlefront, чем на EK, наша игра все-таки не станет. Вообще проблема с проектами, основанными на энтузиазме, все одна и та же. Никогда нельзя гарантировать, что в будущем, даже ближайшем, над ними кто-то будет работать. Думаю, те, кто ждал дальнейших ручных переводов SWTOR от меня и Тагрута, подтвердят. Для меня сильной мотивацией служит, когда кто-то тоже трудится над проектом. Например, мне скидывают скриншоты моделей каких-то байков или танков космодесанта. Я прошу человека что-то подправить, и он действительно этим занимается.
Однако большая часть людей, которая пишет, все же потом перестает выходить на связь или сообщает, что по каким-то причинам больше не может над этим работать. А те, кто доделали и попали в команду разработки, тоже могут месяцами ничего не делать дальше. Так что сейчас основной задачей я вижу выход альфы. А там уже и будем дальше смотреть, насколько мы стали популярными, сколько людей играет и надо ли этим заниматься дальше, или можно опять взять перерыв и вернуться к проекту позже. Касаемо проектов на энтузиазме, тоже понимаю. У меня был фан-проект по вселенной Звездные войны, где мы делали мульт, но все накрылось из-за переоценки собственных возможностей, а в дальнейшем и выгоранием, как раз таки из-за предыдущего момента. Когда стоит ожидать выхода альфы? Будет ли закрытое или открытое тестирование этой альфы или беты? Сейчас основное препятствие для выхода альфы – несортированный звук, так что и тут всех агитирую зайти на sound.eternal-crusade.com и закроудсорсить там столько звуковых эффектов, сколько сможете. Почему-то все равно много людей начинает распределять по категориям музыку, хотя писал в инструкции, что она не так нужна. Когда основные звуковые эффекты будут найдены и добавлены в игру, то думаю соберемся на выходные максимальным количеством среди тех, кто уже поставил себе в Дискорде роль комьюнити-тестер. И узнаем, какая у нас верхняя планка по количеству игроков на матч. После этого и начнется открытая альфа. Мои ожидания по времени полмесяца-месяц. Если и за это время не найдем нужные SFX, что ж, релизну без них. Как вы планируете поддерживать и обновлять игру после выпуска, чтобы соответствовать ожиданиям игроков? А что касается продвижения сайта по звуковым эффектам и вообще проекта, то постараюсь сделать все возможное, чтобы ваш проект хоть как-то распиарился и как можно больше людей присоединилось к разработке. Это то, о чем говорил выше. С небольшими обновлениями по типу «кто-то где-то провалился» надо исправить. Проблем не будет. А насчет добавления нового функционала, новых видов оружия, карт и так далее, посмотрю, сколько людей после начала альфы будет играть, сколько будет работать над проектом. Тогда уже решу, насколько это срочная задача. Хорошо, у меня сейчас в голове проскочил вот такой момент. Допустим, есть версия А, и тут у людей есть прогресс. А будет ли возможность перенести его, допустим, в версию Б, когда она выйдет? Это мы очень легко решили, не став добавлять систему прогресса на ранних стадиях. Ни магазина, ни дерева обилок сейчас нет, так что все это не очень нужно. Каждый матч все начинают с равными возможностями. Когда она появится, это уже будет отход от P2P и децентрализация, а значит в определенном роде и уязвимость. Но вещь довольно нужная, согласен. Например, для открытия новых возможностей кастомизации. Переход между версиями не проблема. Старая перестанет работать. Новая будет иметь доступ к тем же данным о прогрессе. Все как всегда. А какие инструменты и технологии вы использовали для создания ремейка? Допустим, те же самые текстуры. А вы их сами переделываете или улучшаете при помощи нейросетей? Действительно, была попытка увеличить разрешение текстуры EC-органом. Однако сама текстура скорее стала в игре выглядеть хуже, чем лучше при значительном увеличении размера. Поэтому большинство текстур те же самые. В некоторых случаях мы используем открытые ресурсы высокого качества от Unreal, полученные сканированием реальных объектов, Megascans. Еще при разработке активно пользовался ChatGPT. Хотя код он для нас не писал и в решении сложных багов, как правило, пытался наебать, какую-то пользу все равно принес. В частности, для одного ордена космодесанта и одного из легиона хауситов описание делал именно он. После выхода альфы попробуйте угадать, для какого именно. Unreal разработчикам же планируем длительные серьезные проекты. Скажу, пользуйтесь GAS, системой игровых способностей. Да и постарайтесь разобраться в Лире, сэмпловый игровой проект от эпиков, в частности. Полгода назад я сам не понимал, почему она такая сложная и на кой черт она мне нужна, но доверился этому совету и сейчас не думаю, что без нее бы что-то получилось. Был бы еще один заброшенный проект, скорее всего. Может, напишу как-нибудь о ней статью. Для улучшения качества текстур при помощи искусственного интеллекта могу посоветовать вам Topaz Gigapixel AI. Мне он помогал в некоторых моментах, плюс ко всему имеет относительно гибкую настройку. Вопрос следующий. Какие режимы будут доступны в альфе? Без негатива. Так, в PvP в EK было, насколько помню, два основных режима. Захват точек по очереди, в том числе в крепости и всех сразу. У нас сейчас карта состоит из первой точки Зедека, так что выбора-то особо и нет. Но, наверное, я все же внесу определенные изменения. Размещу 3 подточки вокруг А, 2 из которых надо будет контролировать, чтобы иметь возможность захвата А и победы в матче.
Дело в том, что треть карты занимает область, которая в EK была между спаунами нападающих, для пехоты и для техники. Ее очень хочется чем-то занять. Дефматч не вижу особого смысла добавлять, так как все то же самое, но без точек. Но если станет слишком скучно играть в один режим, добавлю. Отдельно стоит сказать об игровом процессе перед началом матча. В отличие от EK, в это время можно спавниться и просто бегать и сражаться без получения очков. Да это же почти открытый мир, хотя и в EK он таки был в виде гарнизонов. Также сейчас идет работа над тем, чтобы эффективнее восстанавливать карты, чем одну точку за несколько месяцев. На очереди Медуза, однако это уже будет все после альфы. Какие расы мы увидим в альфе? Видео с гвардой, значит они тоже там будут, потому что лично для меня это интересно. В альфе будут космодесантники и космодесантники Хаоса. Это был несложный выбор, особенно если учесть последние годы жизни EC. Гвардосы были в том самом втором проекте. Там они пока и остались, как и воздушная техника с управляемыми ракетами. Однако есть надежда, что когда-нибудь добавим и их. Есть ли какие-то инсайды для видео, скрины, или может какие-то видеоролики, или намек о том, что будет, но пока не сообщали в вашей группе ВКонтакте? В текстовом видео говорил про байки и Медузу, могу поделиться картинками. И если можно, то будет не лишним. Друзья, сейчас очень важно поддержать проект всем, чем вы можете. Шарите за анимированием, моделированием, созданием звуков или программированием, то пишите в данную группу в ВК или присоединяйтесь к их Discord серверу и заявите о себе там. А также, если вы можете помочь с поиском звуковых эффектов, то вот сайт, на котором вы можете с этим помочь. Все ссылки, связанные с этим проектом, в описании к видео. Для меня трейлер альфы и разговор с руководителем проекта показал, что этот проект 100% стоит ждать, так как именно подобного проекта вселенной Молотой Войны очень не хватает. А выглядит он уже сейчас очень даже красиво, а вы представьте, как он будет выглядеть на релизе, на полноценном релизе, даже в бете. Это ведь только альфа. Желаю данным разработчикам просто огромного терпения и, конечно же, удачи, и буду пытаться всячески им помогать. Пока. Модель мотоцикла космодесантника, сделанная GOG LB MOC LB. GOG LB MOC LB. Я хуй знаю, как его правильно произносить, короче. Вставишь что надо, или не вставишь ничего. GOG LB MOC LB. GOG LB MOC LB. Гемоглобин. Гоголь. Все записал, похуй.